чуть-чуть оставалось. Всем привет! Продолжаем снимать обзоры. Долго они у нас не выходили. Сегодня уже отсняли обзор автомобиля и аудиосистемы Nissan Qashqai. Сейчас снимаем сравнение сабвуферов. Я недавно делал голосование, что вы хотите увидеть в следующем обзоре. Большинство голосов было за автомобиль и аудиосистему, за сборку бюджетной музыки. У нас в магазине, мы ее снимем чуть позже. И сравнение сабвуферов. Вот эти вот три лидера мы и снимаем. Итак, сегодня у нас сравнение двух бюджетных 4-дюймовых сабвуферов. Сабвуферы, вернее, у нас 12-дюймовые, 4-дюймовые. Это так в простонародье называют, обозначается так размер катушки. У нас не было раньше в российском, наверное, в мировом автозвуке в этой цене сабвуферов с 4-дюймовой катушкой. Ни одного и даже близко за эти деньги. Урал умудрились сделать цену вообще как очень бюджетного сабвуфера. Мы получили длинноходный сабвуфер с 4-дюймовой катушкой всего за 16 тысяч рублей. 15 990 у него рекомендованная цена. И это действительно нонсенс. Такого раньше не было. Сабвуферов с таким мощным мотором. Я от него ожидаю подвоха. Проверять мы его сегодня будем в более чем жестоких условиях. И Dynamic State, который стоит на 8 тысяч дороже. Его цена рекомендованная 24 тысячи рублей с чем-то, точно не помню. И у него, судя по весу, я сейчас таскал эти коробки, уже как минимум магнитная система гораздо тяжелее. Сейчас мы будем смотреть на них ближе. Этот сабвуфер я уже смело могу порекомендовать в повседнев. У меня стоит сейчас два таких в BMW, я их протестировал уже, не знаю, там несколько недель с ними катаюсь. Очень круто играют, очень мясной звук появился. Грубил откровенно, не в настройку ящика давал им частоты. То есть эти сабвуферы я уже могу порекомендовать смело. Сравним сегодня с Уралом, выясним, почему такая разница в цене. Возможно, Урал покупка выгоднее. Итак, давайте смотреть. Первый взгляд. Итак, видим очень красивый сабвуфер, надо сказать. Приятный дизайн, красная строчка. На любителя, но выглядит все очень здорово. Никаких излишков клея. Очень большая губа. Ну, она не как на Сандале X, конечно, поменьше, но и больше обычных. Из-за этого пожертвовали площадью диффузора. Надо сразу сказать, у него площадь, посмотри какая, да? Очень маленькая площадь диффузора. Сабвуфер очень нарядный, фирменный цвет уже сделан с крошкой с какой-то, но металлик, он блестит, красиво блестит. Здесь мы можем видеть катушку 4-дюймовую, достаточно приличная высота намотки. Сеточки не отваливаются. Да, он воняет моментом, прям вот откровенным моментом. Ну и резиной. Вот запахов тут хватает. Спасибо компании Урал, что не стали ставить сюда вот эту вот бедовую сетку, которая у нас на тесте чего? Гранда отвалилась внутрь. Сетка, которая должна была защищать от того, чтобы ничего не попало внутрь, сама попала внутрь, и мы ее еле достали оттуда. Это было очень сложно. Не знаю, сколько шайб здесь, видимо, одна двойная. Терминалы удобно зажимные. Под восьмерку, да? Сделаны нормально, ничего не болтается. Хорошо собран саб. Пока. Судя по всему, подводящие. Я думаю, что нормально жить будут. Вшитые? Да, вшитые и с таким шагом очень частым, видишь? Ну, то есть они не болтаются, как на кастомных сабах. Ну, не знаю. Вот здесь у меня есть уже подозрение. Смотрите. Вот отсюда покажи. Видишь? Вот здесь она при ходе чуть-чуть цепляет за прижимное кольцо. Ну, возможно, это будет какой-то косяк в эксплуатации, возможно, нет. Вы должны понимать, что такое работа сабвуфера. То есть он совершает, ну, допустим, на частоте 50 Гц 50 движений в секунду. То есть если что-то не так, если где-то что-то там трется, если что-то не рассчитано или сделано криво, это вылезает моментально. Итак, сабвуфер для вот этой заявки в 3,5 киловатта достаточно скромный мотор. Ну, как бы это познается в сравнении. Он не тяжелый. Поэтому заявка у сабвуферов у этих одинаковая. 3,5 киловатта, 3,5 киловатта номинал. И пик в 7. И здесь пик тоже, по-моему, 7. Да, у них одинаковые абсолютно заявки. Давайте посмотрим, что под резинкой. Резинку я еще раз всегда говорил и продолжаю говорить. Я вам рекомендую снимать. Это дополнительное охлаждение. Здесь 3 ферритовых кольца. Я бы сказал скромных, но 280. в принципе это не
Неплохой, хороший, добротный мотор. Ну, бывает и больше. Я так думаю, на Dynamic State он у нас больше, судя по весу. Так, и остается нам что с этим сабвуфером сделать? Спалить его нахуй? Возможно. Мы сегодня будем проводить тест среднее значение за минуту. Посмотрим, как ведут себя сабы, какой результат они показывают. Возможно, они испортятся. Машина у нас девятка, вот ее отсюда видно, посмотри. Покажи, четырка. Какая разница? Сейчас скажут проплачено. Проплачена Альфардом. Эта машина делает среднее за минуту 152 дБ, и мы сегодня поставим вот эти сабвуферы, посмотрим, что они могут. С одной двенашки. С багажника. Ну ты уже вообще убил сейчас все. Ну мы будем снимать, тогда расскажем. Давайте теперь взглянем на Dynamic State. Упаковка гораздо скромнее у Dynamic State. Ничего на ней особо не написано. Очень мелким шрифтом. Как будто бы производитель стесняется этих параметров. Написаны параметры, хотя они очень внушительные здесь. Да, обратите внимание на резонансную частоту. Этот сабвуфер 42, а этот 24. То есть Урал, по идее, у нас отлично должен жить в ящиках, настроенных очень низко. Этот 42 Гц, больше боевой, больше повседневный. Ну, для более правильных жанров. Этот, наверное, для заниженных нигров. Это опять же по тому, что написано на коробке. Это можно только принимать во внимание, но верить этому никогда нельзя, пока вы не убедитесь в этом лично. Так, мы видим супер гламурную наклейку, помятую китайцами. Видим сабвуфер, который чем-то напоминает Урал, да, у него тоже красная строчка. Довольно внушительная губа. Отличия основные какие? Здесь у нас карбоновый колпак стоит. В принципе, такая же точно губа. Вот этот сновья гораздо жестче саб, то есть его почти не продавишь. Урал же, в принципе, довольно такой легкий ход имеет сразу. По внешнему виду выглядят они как одноклассники, однако Dynamic State у нас дороже. Я так подозреваю, что за счет более мощной магнитной системы. Здесь у нас также 3 ферритовых кольца, но большим диаметром. Итак, внешний вид сразу мы видим чуть более мощную магнитную систему, ну, большего диаметра магнитные кольца. У нас здесь нет зажимных терминалов, у нас здесь выведены провода. Более профессиональный подход, но менее удобный для новичков. Проще, конечно, сюда воткнуть. Также вшиты неплохо подводящие, но они не прямо идут по шайбе. Имеют небольшой зазор. Я, если честно, не знаю, хорошо это или плохо. На разных сабах ведет себя по-разному. И на таких сабах подводящие отрывают или они перетираются. И на таких бывает нормально живут. То есть только в эксплуатации это можно понять. Итак, без лишней заумной теории мы видим сабвуферы, которые 2 года назад могли бы быть мечтой. На данный момент очень интересное устройство, из-за того, что цена более чем доступна. И в принципе, что размусоливать, про внешний вид мы все рассказали. Пойдем их вкрутим. Вот смотри, ребята уже там, покажи отсюда. Уже подготовили машину, и сейчас мы загрузим в нее эти сабвуферы и постреляем. А что ты смеешься? Чуть-чуть осталось. Ну все, молодец, теперь вот с окон люди вылезли и ждут нас, чтобы попить. Что, сабы вытягиваем отсюда? Да, так, у нас машина Team Alphard, Антон Ятлов, обладатель рекорда какого-то. Да? Первого класса SPL Show. SPL Show рекорд. Вот у него двенашечка. И вот ты говоришь, уже замучил, да, его? Сколько максимальный был рез? 150? С одного аккумулятора 151,1. Это средняя за минуту? Да. Моноблок у нас, 2 моноблока, да? 2,5500. 2,5500 мостом и штатные 2 аккумулятора. Но мы закинули еще, чтобы хватало у нас точно лития. Это сколько, 240? Да. 240 секцию. Нам надо ускоряться, темнеет. А вы взяли? Сейчас DevBones. DevBones 400. Это 312 или 400? 4, 3, 2.
Средняя за 30 секунд 151,6. А 30 секунд было выставлено. Сколько? Давай 30. За 30 секунд 151,6. Ну, будем минуту мерить или ладно уже, да? А те в минуту, да, прогоним? Да. Ну, это проверенный уже САП, просто для ориентира. 151,6. Что, перекручиваем тогда? Темнеет. Я чувствую, сейчас мы будем вот в таком режиме записывать. Вот боевой САП, двенашка. С одной двенашки в этой машине было больше, чем у некоторых людей со стены. Уже повидавший виды DevBonds. И первый у нас идет на плаху. Урал децибел. Как-то они стрёмно, да, назвали децибел? Надо было назвать там 150 децибел или 160. Смотрите, что происходит, когда нет шуруповерта. Откуда в Loud Sound шуруповерт с другой стороны, да? Мы же это, серьезными вещами занимаемся. Тут только вот суровые мужики, которые... О, смотри, там рамсы, смотри, рамсы. Так, пристреливаем. Сколько? 149. 52, да? Да. Просад такой же, как был на DevBonds. Ну что, тогда минуту давай. Сейчас я включу. На, снимай. А пиковый сколько с него сняли? 149, по-моему. Сколько? 149 да. Было? Да? Да. Ему уже без дым пошло такое. А уже дымок. Ну ладно. Да, нет. Ну вот. Я просто сижу, чувствую, что-то не то. О, готово. Просто пристрелял. А он не горячий даже. Ни хера себе дым, смотри, валит. Короче, это тот САП, который на 2 децибела DevBonds по какому-то. Сколько? 149 он дал, да? Да, все, дальше. Короче, ребята, не бывает, чтобы САП стоил 15 тысяч рублей. Смотри, белый. Ну да, не, ну выводы сделаем чуть позже. САП-то хороший и стоит нормально, но явно не дотягивает до... Он даже замер даже не начался. И что, может добьем его тогда? Да, давай А добьем. УСИ не пухнет? А могут, если замкнет катушки. Ну давай, у нас же по гарантии все. Давай, да. На открытой машине. Не, ну тут дым уже не здоровый. Ну давай, может, чуть. А, в открытую? Давай уже, ладно, так. Пиздец. Сейчас я с шишки. Видно? Вот если вы хотите говорить, лучше бы мне отдали, вот сейчас самое время начинать. Все, хорошо. Да, у меня будет новая пахучка сегодня. Да, у тебя будет новая пахучка еще дня 2. Я сразу говорю, это не очень объективный тест, мы не можем сейчас все про сабвуфер вам этот сказать. Скорее всего, он будет хорошо работать в повседнев, скорее всего, ему надо гораздо ниже, то есть, ну, другая коробка. Но то, что мы сейчас увидели, ну, вот в боевой ящик после боевого саба, ну, чудес не бывает. Я думал, что если он хотя бы примерно то же самое, что DevBonds покажет по резу, но он рез показал на 2 децибела ниже с половиной почти, да? Не, пиковый 149, а у этого 152,5 пиковый. На 3,5 децибела он ниже DevBonds показал. И ну, не переварил долговременно мощу. Dynamic State, он стоит на 8 тысяч дороже, по идее должен держать лучше. Но не знаю, если честно, я думаю, будет то же самое. Слышь, а он не прекращает, посмотри, пожарник какой. Ну, катушка вон, все, она вся слетела, она сползла вся.
Извините, вы забыли габариты выключить, у вас сейчас аккумулятор сядет. Так, динамик стоит на очереди. Извините за ночную съемку, но не успели по светлому. Так, у нас стоит динамик стоит. И начинаем пристрелку. Давай, все, он там показывает. Пик-холд, да, он стоит. Он сейчас перестреляет. Нашел громкость? Да. А САП целый? Но ему хода много. Много? Ну, рез нормальный, да? Да, ну, как бы... Ну давай его убивать, посмотрим, сколько он проживет. Сейчас посмотрим, не дымит он или нет. А что, бросит из Нет, да. Нашли просто максимум. Я слышал звук, Ну да, я звук этого дифа. Его на излом уже берет. Это ему много хода. Ну хорошо, 150 давай попробуем, удержишь минуту? Ну, я делал на 21 громкость, на 20 сделаю. Он... Давай попробуем, не умрет, попробуем больше, понял? А что, ну наш... Ну я не думаю, что он минуту проживет, ну давай. Слышишь, плей же надо? Да, да, плей нажмешь, а ты увидишь, да, цифры? Ты готов? Да, да. Давай, нажал, 5, 4. Да он видит. Стой. Че, датчик? Да. Да ебаный же. Что такое? Все. Сабу конец? Да. Сколько там, 40 секунд? Да. Он рез начал падать, он нагрелся сильно. Да, рез с самого начала пошел. О, да. Сейчас я посвечу. А ну посвети. Он Хорош. падал хорошо, прям грелся. 35 секунд. Так, что у нас тут катушка тоже не выжила. Ну, я думаю, не стоит говорить, да, что результат совершенно другой. Ну, он лучше. Да, вообще размотано. На 50%. И на 8 тысяч дороже, если что. Так что все оправдано. Итак, выводы по тесту и краш-тесту сабвуферов. Урал. Действительно очень бюджетный сабвуфер. Раньше не было с 4-дюймовой катушкой в этой цене сабвуферов, и сейчас нет. Сейчас вы ничего не купите за 15 тысяч с 4-дюймовой катушкой. И из того, что вы можете купить за 15 тысяч, скорее всего, Урал будет одним из самых лучших вариантов, учитывая то, что сейчас на рынке особо и нечего купить. Мощность явно завышена у него, от 3,5 тут речи, наверное, и нет, тем более о 7 пиковой. Выглядит он, да, катушку он имеет, и да, и вот так по первому виду, действительно, боевой саб. Они позиционируют эту линейку как боевые сабы для соревнований. Но почему у них боевой саб имеет в параметрах телеосмола резонансную 24 Гц, где вы видели соревновательные машины, ну, я не знаю, может, кроме Дани Сорокина, кто стреляет так низко, и то у него было, по-моему, 29. Ну, в общем, это не говорит о том, что он только на этой частоте работает, но, по идее, при таких заявках ему комфортнее работать на низких частотах. Мы сегодня проверили его именно в боевом ящике, в боевых условиях. Он не годится для соревнований по SPL. Ну, по крайней мере, в таком оформлении. Можно пилить, можно экспериментировать, но катушка достаточно слабая. Однако, я повторюсь, одна адекватная цене. Вот эта мощность, то, что мы сегодня увидели, тот результат, который он показал, в принципе, цене адекватных. По механике там все в порядке. Ни шайба не порвалась, ни губа не отклеилась. То есть катушка не выдержала такую мощность.
но 149 дБ он показал. Dynamic State гораздо лучше, гораздо мощнее, он показал больший результат, кратно больше, он прожил дольше, он жил у нас 40 секунд почти, по-моему, и потом только с ним случилось то, что и должно было случиться. Чудес не произошло сегодня, у нас пока нет бюджетных сабвуферов, которые могут дотянуться до DevBonds, но надо не забывать, что и DevBonds стоят в 2 раза дороже. Однако, вот учитывая тот опыт, который сейчас вот в Бэхе у меня стоят эти сабы, как они играют, что они терпят, я их смело могу рекомендовать в злой повседнев, я их смело могу рекомендовать в боевые системы, не предназначенные для постановки каких-то рекордов, конечно, в самых пиках. Dynamic State мощности катушки, запаса прочности не хватит для того, чтобы вот перешагнуть тот порог вот этого безумия, который перешагивают такие сабы, как DevBonds, как Pride ST, ну и так далее. DevBonds у нас затесался в этот тест просто потому, что это его саб из этой системы, система для него предназначена. Он отыграл там уже не один замер среднего за минуту, на нем стоит рекорд в SPL шоу средний за минуту, в класс 1, да, по-моему. И даже класс 2 он многие машины побеждает, и очень внушительный результат. И саб уже очень уставший, там вся катушка у него попилена, перепилена, что-то у него в зазор там попадало. И, ну, однако он сегодня показал то, что он обычно показывает. Это неубиваемость уже вот в самых критических режимах, в самом критическом его состоянии. Он все равно живет, показывает отличный результат и отличную стабильность. Но надо не забывать, что он стоит очень дорого. Он стоил... Сейчас вы их не купите, их нет в наличии серийных. Ручной сборки, конечно же, тоже уже давно закончились. Скоро они придут, и цена будет, не знаю какая, 40-50 тысяч. Это явно больше, конечно, чем Dynamic State. Ну, если вы занимаетесь профессионально спортом или хотите бескомпромиссную систему собирать, вам придется эти деньги выложить. А пока... Очень порадовал Dynamic State результатом и стабильностью, и вот тем звуком, который сейчас в повседнев показывает. Люди в Краснодаре, которые были, могли послушать, в принципе, как валит Бэха, там ничего такого настроенного на супер результат нет. Сабы на полный ход вывести не получается, они упираются в усилки, однако там достаточно мощный, мясной, хороший такой бас. При стоимости в 24-26 тысяч рублей пока аналогов не имеем. Скоро у нас появятся в продаже AQ, которые, в принципе, наверное, лучше, я не знаю, их надо тоже сравнивать лоб в лоб. Они не очень хорошо переваривают долгую мощность, но на них самые лучшие результаты показывают. AQ, как он, 412 называется? Да. И ждем аватар от Alphard, тоже бюджетный сабвуфер с 4-дюймовой катушкой. Пока все, что мы имеем вот на рынке из 4 дюймов, это вот то, что вы увидели сегодня, DevBonds, по заоблачным ценам Pride ST и, собственно, вот такие, у которых очень мало либо нет. Так что сейчас, на данный момент, лучшее, что вы можете купить по соотношению цена, качество, мощность, результат, стабильность, это Dynamic State. Самое лучшее, что вы можете купить бескомпромиссно, это DevBonds. Урал, смотрите, пилите, очень интересный сабвуфер, очень хорошая цена, и я уверен, у этого сабвуфера есть будущее, тем более, наверное, будут дорабатываться. Если ему поставить чуть более мощную катушку, либо рассчитать лучше конструкцию, я думаю, что он будет переваривать и больше, но это и так очень круто за 15 тысяч. Что еще? А ты тут откуда? Блин, надо ехать сабвуферы полить, я вот этой херней занимаюсь.